Тебе какое Донатное казино. нужно? А у тебя разные есть? Ты в моем мире, браток. Рекомендую. Спайдермен. Вонь будет стоять до небес. Я не могу не спросить, зачем ты копишь? Донатное казино. Да тут-то по ночам бегает. DC, а Спайдермен. Их отлично отпугивает. Ты не любишь? DC. Не люблю. Зато я люблю Марвел. В основном фильмы. Желательно без негатива или женщин. Ну раз уж Марвел сейчас сосредоточились в основном на сильных женщинах-негативах. Кто здесь сильный? Я сильная! Кто сильная женщина? Я сильная женщина! Пародия на человека, закроем. Мне стало интересно, что же там происходит с их мобильными играми. Они их всего лишь уже больше 20 лет выпускают. И так как я недавно завязал с гачами, поиграв в абсолютно все мобильные игры от Marvel, я был невероятно удивлен. Ведь все их игры — это гача! Даже файтинги у них гача. Хотя этим мало кого сейчас можно удивить. И Marvel решили удивить вообще всех, засунув в свой файтинг Marvel Contest of Champions сразу 6 баннеров. И гача-баннеры здесь вообще на все. Персонажи, игровая валюта, энергия. Даже для кэшбэка отдельные баннеры. Лудоман, я депнул все из дома слоты. Лудоман, мама, оплати мои займы. А чтобы ты не запутался, вот тебе сразу два магазина внутри магазина. Рядом с другими магазинами, которые не называются магазинами, но это магазины. Сегодня я хотел бы поговорить об игровом магазине. Он приносит нам бабло? О, да! О, слава богу! Но в остальном у нас тут стандартная мобильная игра. Со стандартными 4 платными месячными пропусками, временными выгодными предложениями дня. И даже награду за уровень ты здесь покупаешь сразу в 2 видах. Для тех, кто с деньгами, и для тех, кто депнул мать. Это круто, это супер. Это я придумал. И самое удивительное в этой игре даже не то, что ресурсы в твоем инвентаре лежат временно. И не то, что награду за вход можно навсегда пропустить, не зайдя в игру 1 день. А то, что в это задонатили 2 миллиарда долларов. Я в порядке? В порядке ли я? Господи, в каком я порядке? Что это значит? В защиту фанатов Marvel скажу, что донатили они эти миллиарды без уважения. Постоянно жаловались на слишком дорогой донат, коррупцию среди разработчиков, которым игроки заносили деньги напрямую и бойкотировали игру. Как же все-таки Marvel было неприятно получить эти грязные миллиарды. Нам жаль. Нам жаль. Нам жаль. Жаль. В какой-то момент фанаты этого файтинга даже настолько сильно разозлились, что создали целую петицию с просьбой перестать специально нерфить старых персонажей, чтобы игроки принудительно донатили в новых. На что Marvel с глубоким пониманием ничего не сделали. Конечно, получится, дорогой ты мой Человек-паук. Но объективно фанаты игр Marvel нетерпилы и точка. Игра-то хорошая. В ней персонажи выпадают в гача не из частиц. Вроде все плюсы. Зато в месяц Прайда каждый может ощутить внутри себя тепло Marvel. А если очень долго бесплатно играть, можно получить целого Человека-паука. И Человека-паука, Человека-паука, еще Человека-паука и, конечно же, Человека-паука. Ну и моего любимого персонажа Человека-паука. Я уважаю здесь каждого Человека-паука. Это касается меня? Нет, ты черная! Вообще в каждой мобильной игре от Marvel есть добрый десяток Человеков-пауков. А как же меня заеб... вся эта супергеройская Просто разработчики работают практически за бесплатно. Денег на других супергероев нет. Поэтому многие персонажи повторяются из других вселенных. А это 6 вариаций Хенчпула, которого разрабы придумали для этой игры, просто натянув маску Дэдпула на Венома 6 раз. Я работаю над... как и все здесь. И за 11 лет существования этой, прости господи, игры, все, что придумали разработчики, кроме доната, это систему боев-паутину, которая по факту просто башня из Mortal Kombat, засунутая вообще во все режимы. Даже реального ПВП нет. Все, что это чудо может предложить, это автобитву 2 тупорылых ИИ. Ну давай, нападай! Осталось понять, какому гению пришла идея все это добро выпустить на ПК в Стиме в 2025 году. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Извините, зачем это все нужно? Видимо, возможность недополучить донатов от русских геймеров очень сильно расстроила разработчиков.
Что тебе нужно? Хотя на том же PlayRock настолько большой выбор игр, на которые можно задонатить, что даже есть Contest of Champions. А еще? И в Discord можно купить Нитро. А еще? И в Телеграме премиум и звезды. А еще? И любую игровую платформу пополнить от PlayStation Store до Steam с 9% комиссией. А еще? Здесь вообще во все существующие игры можно задонатить или купить. Ведь PlayRock не просто сайт, а возможность для каждого человека торговать чем-либо. От простой продажи ключей в Стиме до торговли услугами в любой игре. Хоть свои арканы из доты продавай за реальные рубли. Это моя работа. Я бизнесмен. Я зарабатываю миллиарды долларов. За безопасность отвечает сам сайт с миллионом отзывов. А рейтинг каждого продавца можно посмотреть отдельно. И я теперь сюда хожу как пятерочку за покупками. Сегодня скидка на премиум ТГ. Аркану по дешевке тоже нужно взять. И какой-нибудь Battlefield 6 купить на сдачу. Мать честная, может, скинешь чуток? А для всех подписавшихся на официальный телеграм, PlayRock постоянно проводит розыгрыши, как сейчас iPhone 16 Pro. Все ссылки в описании. А вот Marvel Future Fight смог меня удивить своим инновационным геймплеем. С виду это обычный диаблоид. Но включив функцию энергосбережения, игра будет не просто играть сама в себя на автобое, пока мы смотрим. Игра будет играть сама в себя, пока мы не смотрим. Правда, донатить сама в себя игра еще не научилась, но очень близка к этому. И каждый баннер любезно напоминает: это выгодно. Закроешь его, больше не сможешь купить. Подумай. Нет! Нет! Хотя в местном интерфейсе еще та задача найти, куда закинуть деньги. Что это? Куда это? Как это применить? Но все оказалось просто. Донат здесь подписан как основное. В принципе, геймплей изначально намекал, что донат здесь основное. И все, чем эта монетизация отличается от прошлых игр Marvel. Здесь есть артефакты. А значит, можно донатить еще и в них. Но и персонажи из частиц понравились не всем игрокам. Правда, на петиции и суды у Marvel всегда один ответ. А вот это явно не моя проблема. Но в Marvel Future Fight есть действительно один большой плюс. Так как игра старая, каждому новому игроку просто так дается на выбор 3 полностью прокачанных персонажа. Возможно, из-за того, что игру скоро закроют. Ну, или есть другие объяснения, почему мне забанили аккаунт за то, что я просто играл. У нас здесь так не принято. И Future Fight с натяжкой можно назвать реальной игрой. Геймплей есть, что-то отдаленное похожее на катсцены тоже. Поэтому в 2018 году Marvel решили, что в их играх слишком много геймплея, и выпустили Marvel Strike Force. И это просто Raid Shadow Legends с персонажами Marvel. Вернее, третья попытка выпустить свой рейд от Marvel. А с какой стати ты решила, что у тебя это получится так же хорошо, как у меня? К счастью, я как бывший рейдер-рецидивист смог объективно оценить Strike Force. Графика лучшего, Рейд. персонажей большего. Рейд. Даже полоска хп здесь как в рейде, но грустная. И только сюжет, геймплей, катсцены в обеих казино отсутствуют полностью. И Strike Force это вам не современная гача с ежедневными квестами на 10 минут. Здесь у нас старая школа мобильного гейминга, где ты по 8 часов в день смотришь на автобой. Подъем, подъем, подъем! 5 минут до КВ! Хватит пора руду фармить! А если вы хотите узнать что-то про персонажа, ну комиксы купите или сериал посмотрите. И вообще радуйтесь, если у персонажа есть маска. Я бы тоже заплакал, если бы выглядел так, братан. Это ужасно, что они такое с вами делают. Зато над составлением отряда можно не париться. Ведь разработчики Strike Force уже сделали правильные отряды за вас. Нужно всего лишь выбить 5 персонажей из 330 в гаче, которые будут именно в этот отряд. Давай сдадим медаль в ломбард и пятнем в казик на собак. Но все в порядке, ведь при первом же запуске игра дает тебе огромное количество выгодных предложений. Пройдя мой курс, вы забудете, как смотреть на товары по акции. Настолько огромное, что человеку, который впервые запустил игру, предлагают купить эксклюзивных временных наборов на 715 баксов.
Мать честная, может, скинешь чуток? И за донат здесь покупается абсолютно все. Ты даже уровень аккаунта можешь купить с нуля до максимального за 193 бакса. При этом ты получишь сразу прокачанных персонажей и автоматически проходишь весь контент. И это все в игре, где главное это PvP и клановые битвы. Ну а когда уже сами игроки не выдержали и начали... Marvel просто сменили разработчиков и сделали донат еще хуже. После чего геймеры даже создали петицию о возврате денег, которую поддержали всего лишь 23 человека. Мы не лошади, мы люди. А последней на сегодняшний день попыткой Marvel в гача стала Marvel Mystic Mayhem, по которой можно проследить четкую эволюцию в их играх. В 2015 мы можем играть, в 2018 мы можем выбирать скиллы, а в 2025 мы можем донатить. Вроде все. Деньги сюда давай. И стоит понимать, что эта игра вышла уже в мире, где существует Genshin, HCR, ZZZ и WoW. А в игре от Marvel даже катсцен нет. Держите комикс на английском. Чё ты это фуфло-то разглядываешь? Я по ним английский учу. При этом в другой игре от этих же китайских разработчиков, Marvel Rivals, почему-то есть русский. Ты не забыл русский язык? Раз, два, матрешка, Горбачев, еще, спасибо. Вообще удивительных разрабов наняли Marvel. Для ПК-игры они вдохновились Overwatch'ем, а для мобильной решили соединить Honkai Star Rail и AFK Journey, взяв из обоих игр. Самое худшее, что в них есть, и вырезать то, почему в эти игры вообще играют. Да. Что это за фигня? В AFK Journey мы не можем управлять персонажами в бою, и здесь тоже не можем. В HCR нужно прокачивать персонажей за ресурсы из данжей, и здесь тоже нужно. В HCR без энергии ты не прокачаешь персонажа. Какое невероятное совпадение. Я тоже. В HCR в баннерах есть система 50 на 50, и здесь она есть. А вот бои по 14 минут — это уникальное нововведение разработчиков. Что происходит? Твой любимый кошмар. Но меня больше интересует, какому гению пришла идея, что в украденную математику и донат из HCR, где основа это сюжет, неплохо подходит ПВП. И в местном ПВП даже не автобой. Ты можешь просто пропустить бой, ведь кто богаче и так понятно. Если бы твой отец был миллионером, тебе бы не пришлось беспокоиться. Но самое безумное, что каждый режим, существующий в игре, реально пройти только теми персонажами, которых предлагает сама игра. Выбор, ты где? Выбор? Я не вижу выбора. Хорошо, хоть разработчики шарят за Marvel. Не зря уже вторую игру делают. Халк здесь, например, отличный хилер. Ведь если зеленый, значит лечит. Исцеляющий поток активирован. Я тебя подлечу. Где болит? А паучок, оказывается, отлично бафает команду. Чувачок. Но это просто женщина. То, чего мы ждали все это время. С железными ляхами, которые раздавят тебе лицо, как только она тебе на это самое лицо сядет. А если ты не успел выбить паучка или кого-то другого из баннера, и он закончился, ничего страшного. Ты или задонатишь, или твои крутки превратятся в пыль, ведь никакого переноса круток на следующий баннер, как в HCR, здесь нет. Это похоже на додеп, я беру кредит. Завожу бабки в хазик и кручу слоты. Удивительно, но у Marvel есть реально успешная игра Marvel Snap. Настолько успешная, что даже была игрой года. Настолько успешная, что даже вот это. То Snap — это величайшая карточная игра современности. Я тебе не верю! Ты несешь хуй! В действительности же, игра, которая обещала быть самой лояльной геймерам карточной игрой, превратилась в самую жадную. Готов ли ты отвечать за свои слова? Нет. Вот ты в интервью. Нет. Тут и стартовый набор за 90 баксов, и ежемесячный донат по $900 ради новых коллекций карт. Сами же карты настолько убогие, что будто бы взяты просто из Google картинок. Даже в их другой игре Marvel Collect by Tops, где нет вообще никакого геймплея, карты выглядят лучше. Правда, зачем в этой игре донат, если там нет геймплея? Это уже другой вопрос. Я не буду играть. Будешь, будешь играть. Разрабам же Снэпа настолько лень что-то делать, что они постоянно попадают в скандалы с плагиатом этих же самых карт. При том, что одна новая карта в этой игре стоит 7500. Зато в единственном режиме против других игроков можно проводить уроки капитализма. Я по голосу могу определять финансовое положение игроков. Давай мое определить. Ну вот по смеху как будто
У тебя долгов на 5 миллионов. И забудьте про крафт-карты из других игр. У нас тут солидная ККИ, где за месяц ежедневной игры можно бесплатно получить целую одну старую карту из гачи. В игре, где каждую неделю выходит новая карта. Не плачь, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь. Как хорошо, что Marvel учли свои ошибки и поручили китайцам сделать еще одну карточную игру Marvel Duel, где у карточек появились еще и созвездия. Хочешь карточку Таноса? С тебя 90 баксов. И помни, тебе нужно еще 3 таких. Где брать второго Таноса? Все просто. Задонать $1380. И помни, тебе нужно еще 2 Таноса. И для них, видимо, придется депнуть квартиру матери. У вас ипотека в нашем банке. В связи с этим банк предоставляет вам бессмертие до момента выплаты ипотеки. И как можно заметить, вообще все игры Marvel делает кто угодно, кроме самих Marvel, у которых, по идее, должны быть деньги на свою собственную игровую студию. Мне так кажется. Но этого никогда не случится. Ведь тогда Marvel никогда не смогут закрывать свои игры с такой же скоростью, как выпускают. А там и суды начаться могут, и деньги потребовать назад. Или самое страшное, придумывать свои игры, а не копировать другие. Ведь все мобильные игры Marvel это по факту чистейший плагиат чего угодно. Marvel Super War пытался стать дотой, но закрылся даже не дойдя до релиза. Зато донат успели протестировать. Дай мне шанс! Ну дай мне шанс! Marvel Avengers Academy это вообще Steam с супергероями, которую разрабы закрыли, чтобы сосредоточиться на других играх. Например, точно такой же игре по Футураме. Что же это такое у тебя? Могилочка. Могилочка? Да. Для кого? Маленькая, для удовольствия. А вот Marvel Realm of Champions уже по приказу от Marvel копировали из Бравл Старс. И разрабы реально скопировали Бравл Старс. Но никто не понял, как это монетизировать, и проект закрыли. А все задоначенные деньги, естественно, вернули в виде донатной валюты в другой игре Marvel. Хочешь вообще не возвращать эти бабки? Хочу, а как? Marvel даже зачем-то пытались сделать свой Pokemon Go от создателей Pokemon Go, которую закрыли и донат вернули в виде валюты в Pokemon Go. Просто денег нет. Вы держите здесь. Чуть более обидно было за Marvel Future Revolution, первую мобильную игру Marvel. И с причиной ее закрытия все просто. Future Revolution появилась в мире, где уже вышел Genshin. Но каким-то чудом эта игра смогла заработать целых $30 миллионов за месяц и 50 миллионов загрузок. Чего, видимо, Marvel было недостаточно для выпуска обновлений. А вам не как я живу? Да, и с 2020 года мобильные геймеры изменились и поняли, что нет смысла играть в игру с донатом как в казино. Ведь можно играть в казино, которое прикидывается игрой. А большего мне и не надо. Можно еще, конечно, узнать, как там дела на мобильном рынке у конкурентов Marvel. Но такое видео будет стоить вам 60 тысяч лайков. Ведь я никогда не буду продавать свои видосы подписчикам за деньги. Я буду разыгрывать их в гаче. Главное, не рассказывайте всем, кто поддерживает меня на бусте. Ведь я уже долго вынашиваю идею, как там реализовать свою коллекцию определенных игр. А мог бы и чем-то полезным заняться, как Marvel. Закрывать свои мобильные игры, например. Вон еще сколько незакрытых осталось.